для богинь и хлопает в ладоши. Куши Нагума всего лишь 12-летний ребенок. Однажды, когда он вернулся из школы, его дом горел. И знаете что? Это его отец поджег его. Но вместо того, чтобы разобраться во всем, отец Куши сбежал, оставив Куши одного. Так что он, 12-летний Куши, остался совсем один и без крыши над головой. Он бродил по городу Тернов, пытаясь разобраться во всем. Жизнь была тяжелой, особенно для такого ребенка, как он. Ни дома, ни еды, ничего. Однажды он так проголодался, что просто потерял сознание прямо посреди улицы. К счастью для него, появилась девушка из колледжа с зелеными волосами по имени Минору. Она сказала ему, что она исследователь. Минору поняла, что Куши в беде, и отвела его к себе домой, в общежитие. И скажу я вам, она приготовила для него вкусную еду. Куши не мог поверить своему счастью. Съев все, он почувствовал себя намного лучше. Минору сказала ему, что он может воспользоваться ванной, чтобы привести себя в порядок. Куши был в восторге и побежал в ванную. Но когда он открыл дверь, его ждал сюрприз. Там были 3 девушки – Сирин, Кирия и Фрей. Они жили в том же общежитии, что и Минору. Куши был очень смущен. Он поспешил уйти оттуда. Но тут он столкнулся с Афиной, девушкой с розовыми волосами. Она тоже была из общежития. Они немного столкнулись и упали на землю, а Куши ударился лицом. Но это было довольно неловко. У Афины пошла кровь из носа, и она тут же потеряла сознание. Остальные 3 девушки не могли поверить, что Куши так быстро оказался в такой ситуации. В тот самый первый день Куши познакомился с девушками из общежития для богинь в женском университете. Там была Минору, крутая студентка 4-го курса, которая временно работала комендантом общежития. Еще была Кирия, крутая второкурсница, которая с детства занималась боевыми искусствами. Фрей, она студентка 3-го курса, увлекается косплеем и делает крутые костюмы. Афина, она первокурсница. И вот что интересно, она разговаривает только с девушками, и у нее идет кровь из носа, когда рядом парни. И, наконец, Сирин, тихая девушка, которая давно живет на земле. Она даже не помнит, когда сюда попала. Она тоже немного странная. Через некоторое время Куши рассказал девушкам о своей тяжелой ситуации. Подросток все еще был в своей комнате, приходя в себя после небольшого кровотечения из носа. Куши рассказал им все. Ни денег, ни семьи, ни крыши над головой. Он сказал, что хочет вернуться в школу, но из-за нехватки денег не может этого сделать. Тогда Минору пришла в голову блестящая идея. Она предложила нанять его комендантом общежития, так как у них официально не было коменданта. Глаза Куши загорелись, когда он услышал этот план. Он согласился, не раздумывая. Он был готов приступить к работе прямо сейчас. Остальные девушки тоже согласились. Они были бы рады иметь официального коменданта, который бы им помогал. Но была одна маленькая загвоздка Афина. Ее комната была следующей в очереди на новость. Они надеялись, что она передумает, когда услышит историю Куши. Но, боже, какой сюрприз их ждал. Афина была против. Она была непреклонна. Понимаете, она всегда была окружена девушками, даже когда была совсем маленькой. Все школы для девочек, вся семья женщин. Она не собиралась это менять. Если Куши будет там работать, она сбежит. Никаких «если» или «но». Куши почесал затылок, пытаясь понять, почему Афина так против этого. Она собрала свои вещи и выбежала за дверь, а остальные просто смотрели ей вслед. Минору рассказала Куши о ситуации с Афиной. Понимаете, Афина никогда раньше не общалась с парнями. В первый раз это произошло случайно. Она застала свою соседку по комнате и ее парня за поцелуями. Этого было достаточно, чтобы она почувствовала себя неловко. У нее пошла кровь из носа, и она потеряла сознание. С тех пор ей было очень некомфортно рядом с парнями. Минору, думая, что сможет помочь Афине преодолеть страх, решила нанять парня в качестве коменданта. Но вот в чем дело, это не сработало. Афина испугалась еще больше, и ничего не изменилось. Куши, хоть и не понимал, почему Афина так напугана, не хотел забирать чужой дом. Он знал, каково это быть бездомным и голодать. Поэтому он побежал за Афиной, когда она уходила. Он догнал ее и поговорил с ней. Он убедил ее вернуться в общежитие. В конце концов, это был ее дом. Он пообещал, что что-нибудь придумает для себя. Афина вернулась в общежитие. А Куши снова оказался на улице. Он отказался от работы, которая могла бы дать ему крышу над головой и вернуть в школу, потому что не хотел, чтобы Афина страдала. Его жизнь оставалась тяжелой. Он нашел место в парке, чтобы переночевать, замерзший и одинокий. Когда Афина возвращалась в общежитие, она вспомнила, что Минору говорила о сгоревшем доме Куши. Это поразило ее. Она поняла, что Куши был по-настоящему самоотверженным парнем, который отказался от шанса на лучшую жизнь, чтобы Афина не осталась бездомной. И, к счастью для Куши, который уснул в парке, Афина пришла его спасти. Она взвалила его на спину и отнесла в общежитие. Когда он проснулся, то почувствовал ее тепло и приятный запах. Куши протянул руку и случайно коснулся чего-то. Оказалось, что это была броня Афины, и у нее пошла кровь из носа, и она потеряла сознание прямо там.
Так что теперь Куше пришлось нести ее обратно в общежитие. Но вот в чем загвоздка. Афина наконец согласилась, чтобы Куше работал там. Она пыталась быть смелой и помочь Куше. На следующий день Куше был очень рад начать свою новую работу, но знаете что? В общежитии был полный бардак, кроме комнаты Афины, которая была безупречной. Куше решил сначала прибраться в комнате Минору. Он постучал в ее дверь и угадайте, что на ней было надето. Только рубашка, которая открывала больше, чем нужно. Куше покраснел как помидор, когда увидел это, и спросил, почему она так одета. Минору сказала, что это для удобства, например, чтобы лучше работать или что-то в этом роде. Куше, весь раскрасневшийся, сказал, что подождет снаружи, пока она переоденется, и быстро ушел. Но тут из ниоткуда протянулась рука и затащила Куше в комнату Фрея, когда он проходил мимо. Фрей, она обожает косплей и увидела прекрасную возможность нарядить Куше. Она настояла, чтобы он примерил эту униформу горничной, потому что это часть работы, понимаете? Она не против помочь кому угодно, парню или девушке, подобрать подходящий наряд. Пока он был в этой униформе горничной, Фрей попросила Куше еще кое о чем. Она хотела, чтобы он измерил 3 важных параметра ее брони. Он не мог отказаться, это ведь часть работы, верно? Но боже, ему было так неловко, и он покраснел как помидор. Пока он пытался выполнить это неловкое задание, он случайно потерял равновесие и упал. И знаете что? Фрей упала прямо на него. Прямо посреди этого беспорядка в комнату, как молния, влетела Минору. Она очень торопилась и велела всем убираться из общежития. Что-то пошло не так с одним из ее экспериментов, и помещение заполнил токсичный газ. Все трое выбежали на улицу, и Куше очень волновался. Он понял, что эти девушки обычно не думают о том, что будет дальше. Поэтому он прочитал им небольшую лекцию о том, что нужно быть осторожнее. Но потом он понял, что, возможно, был слишком резок, ведь они старше его. Поэтому он быстро извинился и убежал. Минору это оценила. Она подумала, что Куше был достаточно ответственным, чтобы указать ей на ее ошибки. Она зауважала его за это. Куше все еще шел по улице, а Фрей встала, и, скажем так, он привлек к себе внимание. Но он профессионал в уличной жизни и сумел раздобыть одеяло для девушек. Видите ли, на улице было холодно, а Минору и Фрей были не в том состоянии, чтобы справляться с холодом. Это одеяло пригодилось, пока они ждали, когда рассеется газ. Он был единственным парнем и вроде как мамой в общежитии. Куше чувствовал, что его долг — оберегать девушек и согревать их. Но тут ни с того ни с сего Фрей и Минору подбежали к нему и крепко обняли. Кажется невинным, правда? Ну, не совсем. К сожалению, Афина видела всю эту сцену. И у нее из носа пошла кровь, и она упала в обморок прямо там. Поздно ночью Куше мирно спал, когда его разбудил какой-то странный шум над его комнатой. Как будто кто-то топал по потолку, понимаете? А потом потолок просто рухнул, и угадайте, кто упал. Это была Кирия, и она застряла, не могла выбраться обратно. Поэтому ей оставалось только упасть в комнату Куше. Куше, будучи хорошим парнем, попытался смягчить ее падение. Он бросился к ней, но тут все стало очень неловко. Они столкнулись в воздухе, и Кирия приземлилась прямо на него. Теперь Куше был в замешательстве, но с ним такое уже случалось, поэтому он начал оглядываться. И угадайте, что он увидел рядом. Это была книга. И Кирия пыталась ее спрятать, выглядела очень смущенной. Оказалось, что эта книга была для нее очень важна. Это была первая книга, которую она купила, когда поступила в университет. Тогда она и не подозревала, что на этих страницах ее ждет целый яркий и прекрасный мир. Видите ли, она выросла в семейном дадзе. Всегда дралась и все такое. Поэтому, когда она взяла в руки эту романтическую книгу, у нее внутри все растаяло, и она полностью погрузилась в нее. Но вот что произошло, когда она читала. Иногда она так волновалась и переживала, что бросалась на стену и била ее, понимаете, просто чтобы выплеснуть все свои чувства. В этот момент Куше понял, почему Кирия сломала потолок. Она застенчивая девушка, которая любит романтические книги и иногда бьет по стенам, когда очень переживает. Кирия извинилась и спросила, можно ли ей переночевать в комнате Куше, потому что она боится, что может упасть с потолка. Куше удивился, почему она не против делить комнату с парнем, но потом понял. Она привыкла, потому что у нее дома есть младшие братья. Так что Куше сказал, ладно, мы можем спать вместе. Но когда погас свет, Кирия попыталась поговорить с ним по душам. Она сказала, что когда смотрит на него, думает о своих младших братьях, с которыми она тренировалась в додзе, и что она просто пытается уснуть. Но Кирия так скучает по тренировкам с братьями, что нападает на него, как будто они дерутся. Это было так дико, что он подумал, что ему грозит серьезная опасность. Но он не слишком переживал, потому что понял, что девушки в общежитии особенные. У каждой из них свой стиль, и все они красивые. Поэтому он сказал Кирии, что, хотя он и напоминает ей ее братьев, он обычный парень. Он надеется, что она это поймет.
Сказав это, Куши смутился и выбежал из комнаты, оставив Кирию спать там. Вместо этого он решил спать в комнате Кирии. Кирия немного смутилась, потому что, знаете, это был первый раз, когда кто-то назвал ее милой. Но Куши не думал о милых вещах. Нет, он беспокоился, что Кирия может превратить его комнату в зону бедствия. Как она сделала со своей. Он надеялся, что этого не произойдет. Пока Куши спал, в комнату прокралась Сирена. Она пришла поговорить с Кирией о какой-то работе. Но сюрприз. Вместо этого она нашла Куши. Она заметила дыру в полу и заключила с ним сделку. Если он согласится быть ее слугой, она воспользуется своей лунной технологией, чтобы починить дыру. Куши еще не до конца проснулся, поэтому он сказал: «Конечно, звучит неплохо». Он не совсем понимал, что происходит. Но если это значит, что он вернет свою комнату, а Кирия свою, то он согласен. Затем ни с того ни с сего Сирена подошла к нему и похлопала его в лунном свете. После этого она подошла к окну, где светила луна, и стала похожа на белого кролика. На следующий день Куши проснулся, и что же он увидел? Пол был волшебным образом отремонтирован. Он понятия не имел, что произошло, но не особо переживал. Он пошел готовить завтрак, потому что, знаете, он дежурный по общежитию. И он должен всех накормить. И вау, все были очень впечатлены, потому что еда, которую он готовил, была безумно вкусной. Девушки были очень счастливы, потому что Куши приготовил для них вкусняшки, и они хотели его поблагодарить. Минору сказал: «Попробуй это лекарство, которое я приготовил». Она сказала, что это лекарство для ее наряда, и попросила его надеть его. А Кирия хотела с ним потренироваться после того, как они поели. Афина удивилась, потому что Куши быстро подружился с девушками, особенно учитывая, что он только начал здесь работать. Она подумала, что пока ее не было, что-то произошло. И что еще более странно, Куши даже понравился Сирене, которая никогда бы не подружилась с кем-то новым. Это кажется подозрительным. Поэтому после завтрака они поручили Куши готовить и распоряжаться деньгами на продукты. Но подросток все еще сомневался. Она не могла понять, почему они так быстро доверились Куши. Когда Куши пошел за продуктами на ужин, подросток сказал: «Я тоже пойду». Она хотела убедиться, что ему можно доверять. Она не успокоится, пока не узнает правду. Проблема в том, что подросток боится парней, поэтому им пришлось идти окольными путями. После нескольких неловких моментов им удалось купить все необходимое для ужина. Куши был очень удивлен, что Тина смогла побороть свой страх перед парнями. Большинство людей просто избегали бы этого, но она этого не сделала, и это его обрадовало. Он чувствовал ее доброту и смелость не только сейчас, но и весь день с тех пор, как пришел в общежитие. Он был очень благодарен ей за то, что она приняла его. Афина же думала, что, возможно, Куши простил ее за то, что она ушла в тот день. И поэтому в последнее время она стала более открытой. Она поняла, что, возможно, именно так Куши завоевал доверие всех девушек. Когда они шли, они случайно столкнулись с двумя парнями, и у Тины чуть не пошла кровь из носа, потому что она очень испугалась. Но Куши быстро среагировал и сказал: «Она моя сестра». И он увел ее от парней, поэтому они решили передохнуть в ближайшем кафе. Подросток почти ничего не говорила, но Куши начал с извинений за то, что раньше нес ее на руках. Удивительно, но подросток совсем не злилась. На самом деле она сказала: «Называй меня снова сестрой». Она продолжала просить, и Куши сказал: «Хорошо, сестренка». И она очень обрадовалась. Ей очень нравилось, когда ее называли сестрой, и она хотела слышать это по-разному. Тина чувствовала себя комфортно, думая о Куши как о своем младшем брате. Она встала и сказала, что теперь будет защищать его. Но, к сожалению, ее платье случайно соскользнуло, и она очень смутилась. Она попыталась надеть его обратно, но поскользнулась и упала прямо на лицо Куши. И знаете что? Она потеряла сознание от кровотечения из носа. Через некоторое время они вернулись, и Куши извинился за то, что доставил неприятности, и поблагодарил Афину за то, что она пошла с ним в магазин. Афина сказала: «Не нужно благодарить». Сначала она сомневалась в нем, но теперь она верит, что он заслужил доверие девушек своим отношением к ним. Она хочет что-то сделать для него и быть его старшей сестрой. Вернувшись в общежитие, подросток рассказывает об этом остальным, когда входит Минору и пытается флиртовать с Куши. Подросток говорит: «Нет, не получится». Теперь она будет присматривать за ним и относиться к нему как к младшему брату. И когда остальные слышат, как Куши называет Тину сестрой, они все хотят, чтобы он называл их так же. Прошло 2 недели с тех пор, как Куши переехал в общежитие. Теперь здесь кипит жизнь. Куши отлично справляется со своей работой. Он даже заслужил доверие Минору настолько, что стирает ее белье, отчего сначала краснеет, но все равно делает это. Но после всего этого он понимает, что не был в школе с того дня, как пришел. Черт, он скучает по своим друзьям. Поэтому, приготовив завтрак, он собирает всех внизу. Но прежде чем Тина спустится, она ставит условие. Куши должен называть ее сестрой. Он так и делает, и она очень рада, когда появляется. Она даже хотела погладить его по голове в знак благодарности, но потом вспомнила, что боится мальчиков. Она изо всех сил старается подойти к нему, не испугавшись. И Куши не может не заметить, что ее броня прямо перед его лицом. Пока он об этом думает, Фрей подкрадывается сзади и ловит его взгляд.
Она начинает дразнить его из-за того, что ему нравится наряд Тины, который похож на ее пижаму. Фрей даже шутит, что могла бы сшить для него прозрачный наряд. Тина быстро вмешивается, решив защитить Куши от дальнейших насмешек. Хотя именно она так сильно хотела, чтобы он называл ее сестрой. И Минору тоже замечает, что происходит. Кирия вмешивается, тоже желая быть старшей сестрой, потому что у нее уже есть младший брат. Они начинают спорить об этом и решают устроить соревнования, чтобы выяснить, кто по праву должен быть сестрой Куши. После завтрака начинается соревнование. Фрей идет первый и пытается проявить свою сестринскую любовь, одев Куши в розовый наряд. Куши говорит, почему я ношу женскую одежду. Но для Фрей главная милота. Она даже говорит, что младшие братья – это игрушки для их сестер. Но Куши категорически не согласен. Фрей быстро дисквалифицируют. Следующий идет Минору. Она хочет доказать, что она хорошая сестра, поэтому просит Куши попробовать одно из ее блюд. Обычно младшие братья отличные подопытные, но не в этот раз. Ману тоже сразу дисквалифицируют. Затем наступает очередь Сирены. Всем интересно, что она сделает, ведь обычно она ничего не делает. Она просто ложится на пол и кладет голову на колени Куши. Как домашнее животное, а не как сестра. Наконец подходит Кьюриас. Она знает, как справиться с этим соревнованием, потому что у нее дома есть младший брат. Для нее это почти слишком просто. Она показывает свою привязанность, игриво нападая на него, и в конце концов заставляет его потерять сознание. Афина беспокоится, когда видит, что Куши лежит на полу, и проверяет его. Она будет его и ведет себя скорее как мать, чем как сестра, успокаивая его. Другие девушки дразнят Афину, потому что она склоняется над Куши, как будто собирается кормить его, как младенца. Когда Афина поворачивается, чтобы поговорить с девушками, Куши просыпается и случайно хватает ее за одежду, из-за чего у нее идет кровь из носа. После того, как все успокаиваются и Куши принимает ванну, все приходят извиниться за то, что устроили беспорядок. Несмотря на хаос, Куши начинает понимать, каково это – иметь старшую сестру, и его это устраивает. Девочки рады, что Куши считает их своими старшими сестрами. Минору объявляет, что после окончания золотой недели Куши может вернуться в школу. Они с Фрей позаботились о документах для него. Золотая неделя заканчивается, и на следующий день Куши возвращается в школу. Он взволнован, потому что у него наконец-то есть свой шкафчик для обуви, но вдруг какая-то девушка бьет его ногой по лицу. Это судья, его подруга детства и одноклассница с вспыльчивым характером. Она знала, что его дом сгорел, и беспокоилась о нем. Она спрашивает, почему он не написал ей, чтобы сообщить, что с ним все в порядке. Сначала кажется, что она хочет сказать ему, что волновалась. Но потом она меняет тон и говорит, что ей было все равно. Она быстро уходит, чувствуя себя неловко из-за того, как она с ним обращается. Она искренне заботится о нем, но не может выразить это должным образом. Когда Куши пытается подружиться с ней, она отмахивается от него, и это ее расстраивает. Куши хорошо знает свою подругу и не поддается ее холодному поведению. Он планирует поговорить с ней и рассказать о том, что его дом сгорел и он нашел новое жилье, но не расскажет всего из-за эксцентричного поведения своей новой сестры, опасаясь, что она может неправильно понять. Куши пытается остановить судью, протягивая руку, но она очень злится и ругает его за то, что он прикоснулся к ней. Она уходит, и Куши понимает, что она расстроена, потому что он забыл о ее состоянии. Тело судьи очень чувствительно к высоким температурам, будь то тепло от предметов, жаркая погода или даже тепло человеческого тела. Это вызывает у нее дискомфорт, головокружение, и она может даже потерять сознание, если станет совсем плохо. Так они подружились, когда были маленькими в детском саду. Тогда, пока все остальные дети играли на солнце, судья сидела в тени совсем одна. Куши заметил ее и предложил поиграть, но она отказалась, потому что боялась головокружения. Тогда Куши взял ее за руку, чтобы снова пригласить поиграть. Но тепло его руки вызвало у нее дискомфорт и тревогу. Она рассказала ему о своем состоянии, и он сразу все понял. Фуши бросился внутрь и схватил пакет со льдом, чтобы охладить руки. Если бы его руки были холодными, они могли бы держаться за руки. Судья подумала, что его руки быстро согреются, и это ее разозлило, и она оттолкнула его. Но потом он коснулся ее лица своими холодными руками, и это ее успокоило. Это воспоминание о прохладном прикосновении Куши осталось с ней, пока она сидела одна на крыше. Во время обеда судья не могла понять, почему ее реакция всегда отличается от того, что она чувствует на самом деле. Но Куши был настойчив и никогда не сдавался. Пока она думала об этом, у нее закружилась голова, потому что она сидела на солнце, а тень переместилась. Внезапно появляется Куши и нежно кладет свои холодные руки ей на щеки, удивляя ее. Она понимает, что он никогда не забывал о ее состоянии, и показывает ей пакеты со льдом на спине. Он даже попросил Минору помочь ему, чтобы она всегда была в прохладе, когда ей это нужно. Он всегда думал о ней. Затем он начинает ей все рассказывать. Позже, когда он заканчивает свой рассказ, судья хочет сама посмотреть на общежитие. Но когда она пытается встать, у нее кружится голова, и она теряет равновесие. Они оба спотыкаются и падают на кровать, и это выглядит довольно неприлично. Любой, кто их увидит, может неправильно понять. Туши пытается встать, но судья останавливает его.
Удивительно, но она хочет, чтобы он был рядом, но прежде чем она успевает закончить фразу, ее отношение снова меняется. И она отталкивает его от кровати, снова скрывая свои истинные чувства. Судья не хотела поскользнуться и оттолкнуть его, но это случилось, и она недовольна собой из-за этого. Днем после школы она все еще хочет пойти в общежитие, чтобы осмотреть его. Но Куши считает, что в этом нет необходимости. Видя, что он не хочет, чтобы она приходила, судья задается вопросом, не чувствует ли он себя виноватым в чем-то. Если нечего скрывать, то и бояться нечего. Когда они приходят в общежитие, раздается взрыв, потому что один из экспериментов Минору снова провалился. Минору и Фрей выбегают, чтобы спастись от ядовитого газа. Судья видит их в их естественном состоянии и теряет дар речи. Когда в доме снова становится безопасно, все заходят внутрь. Куши представляет девушек судьи. Затем приходит Афина и тоже знакомится с ними. Куши добавляет, что Афина единственная нормальная в доме. Увидев судью, Фрей поражается ее миловидности. Она хочет сделать ей макияж и пытается это сделать. Однако судья, чувствительная к теплу из-за своего состояния, быстро оказывается под защитой Куши. Он быстро объясняет Фрею состояние судьи. Смущенная тем, что Куши защищает ее, судья отталкивает его. Она краснеет и отворачивается, сожалея о своей импульсивной реакции. Девушки из общежития замечают ее смущение и находят это забавным. Очевидно, что судья испытывает чувства к Куши, и они шутливо предполагают, что у Афины теперь есть соперница за внимание Куши. Афина пытается объяснить, но никто не обращает на это внимания. Позже судья решает осмотреть общежитие, чтобы понять, подходит ли оно Куши. Первая остановка – комната Куши. Она выглядит вполне обычной, поэтому судья не слишком осторожничает. Афина, которая никогда раньше не видела его комнату, очень любопытна. Она становится свидетельницей интимного разговора Куши и Афины. Судья чувствует укол ревности, но не показывает этого. Переходим во вторую комнату, к Минору. Она наполнена ядовитым газом из-за ее экспериментов, поэтому войти туда невозможно. Эта комната напоминает судьи о слухах, которые ходят по школе о отравительнице из женского университета. Она начинает беспокоиться о состоянии общежития. Они переходят в комнату Фрея, где есть наряд, который идеально подходит судьи. Фрей с радостью помогает судье переодеться, и это привлекает внимание Куши. Он быстро отводит взгляд. Энтузиазм Фрея становится слишком сильным, и Тина, самопровозглашенная старшая сестра Куши, вмешивается. Следующая комната – комната Афины. Она выглядит вполне обычной, поэтому судья начинает чувствовать себя менее настороженно и немного расслабляется. Куши впервые внимательно осматривает комнату Афины, которую он никогда раньше не видел. Она уютная и приятно пахнет. Когда он хвалит Афину за то, как хорошо она ее обустроила, она краснеет. Судья замечает это и снова начинает беспокоиться. Затем они переходят в комнату Кирии, заставленную любовными романами. Куши и Афина удивляются, что судья так расслабилась рядом с Кирией. Но все меняется, когда Кирия начинает читать книгу прямо перед судьей. Как обычно, Кирия не может сдержать своего волнения и бьет кулаком по стене, что вызывает тревогу у судьи. Она приходит к выводу, что это общежитие очень опасно для Куши. Видя, что судья чувствует себя неловко, Сирена предлагает ей кусочек торта. Но когда она вспоминает, что торт испортился, это только усиливает опасную репутацию общежития. Уже поздно, и все хотят исправить свои ошибки. Поэтому они решают, что судья останется на ночь. Они будут жить вместе под одной крышей, но главный вопрос в том, чью комнату выберет судья. Поскольку все остальные комнаты кажутся опасными, судья выбирает комнату Афины. Заходя в комнату, чтобы приготовиться ко сну, она бросает на Афину суровые взгляды. Однако это шанс Афины помириться с судьей. Она уверяет судью, что эта ночь запомнится ей надолго. Вскоре она начинает расспрашивать о прошлом Куши и о том, какой он человек, ведь судья всегда была рядом с ним. Афина уверена, что он добрый и надежный человек. С другой стороны, у судьи есть вопрос к Афине. Какие у всех отношения с Куши? Афина была застигнута врасплох этим вопросом. Как только она собралась объяснить, они услышали крик Куши. Они поспешили вниз, чтобы проверить, что случилось, и увидели, что он пытается ударить Кирию. Они попытались объяснить, что произошло. Когда Куши принимал ванну, у него закружилась голова. Он решил закончить, и когда вышел, случайно столкнулся с Кирией, которая тоже собиралась принять ванну, и так они оказались в этой неловкой ситуации. Кирия уже приняла душ, но поскольку она занималась боевыми искусствами у своей кровати, она вспотела. Она хотела принять ванну и случайно столкнулась с Куши. Судья была в шоке и прямо спросила Кирию, что происходит, заставив Тину покраснеть. Кирия тоже покраснела и огляделась, но ничего не произошло. Но судья подумала, что странно, что девушки краснеют, хотя они старше Куши. Она подумала, что это несправедливо, особенно когда никто не мог объяснить почему. Судья, расстроенная, вернулась в свою комнату. Прошло несколько дней, и Кирия и Афина стали вести себя отстраненно и менее оживленно. Они даже забыли принести обед в школу, потому что хотели избежать встречи с Куши.
Фрей заподозрил неладное и спросил, что произошло между ними тремя. Хотя Куши понял, что это может быть связано с тем, что произошло в ту ночь, когда судья осталась у них, он ничего не сказал. Фрей упомянул, что девочки останутся голодными, потому что у них нет денег на обед, а пособие они получат только на следующий день. Куши не мог понять, как они будут обходиться без денег, а расписание занятий означало, что они вернутся домой только поздно вечером. Пропустить обед было невозможно. Фрей предложил Куши просто принести им обед в школу. Фрей волновался, потому что это была школа для девочек, и он не был уверен, что Куши сможет туда попасть как мальчик. Поэтому Куши пришлось переодеться в девочку, чтобы попасть в школу. Куши согласился и пошел в школу в женском наряде. Как только он вошел, все девочки заметили его. Они подумали, что он милый, и спросили, чья он младшая сестра. Две старшеклассницы в конце концов поняли, что он на самом деле мальчик, но им было все равно. Они хотели пообщаться с ним и повеселиться. Они окружили его, но ему удалось ускользнуть и найти Тину, которая была на уроке экономики. Как только он завернул за угол, он снова случайно столкнулся с двумя старшеклассницами. Они были рады поговорить с мальчиком, что привлекло еще больше внимания девочек. Они окружили его, и ему было трудно выбраться. К счастью, Афина вышла и увидела его в такой ситуации, и он был очень популярен. Чтобы девочки не приставали к нему, она быстро увела его. Куши рассказал Афине о ситуации с обедом и упомянул, что принес обед и для Кирии. Затем Афина отвела его к Кирии. Афина шла, не глядя куда идет, и случайно столкнулась с Кирией, которая несла ведро с водой. Они оба промокли и были вынуждены переодеться. Куши решил подождать снаружи. Две старшеклассницы, с которыми он столкнулся раньше, последовали за ним. Когда они увидели это, Тина решила впустить его внутрь. Поскольку он был одет как девочка, он был младшей сестрой Афины, так что смущаться было не из-за чего, но он все равно отвернулся. Курия одолжила Тине свою одежду, потому что у Тины не было сменной одежды. Однако, несмотря на то, что это была хорошая одежда, она не подходила Тине по размеру груди. Когда они переоделись, Куши посмотрел на них и был очень удивлен, увидев маленькую футболку Тины и Кирии. Футболка была такой тесной, что пуговица оторвалась и попала ему в лицо. У него пошла кровь из носа, у Афины тоже пошла кровь из носа, и она потеряла сознание. Они все вернулись в общежитие. Там девочки утешали Афину из-за ее состояния. Минору и Фрей почувствовали облегчение, увидев, что Афина и Кирия были менее напряжены, чем утром. Но они не совсем понимали, почему так себя чувствовали. Наконец Минору решил поговорить с ними об их поведении по отношению к Куши, который беспокоился о них. Тина ответила, что беспокоиться не о чем, и быстро предложила поездку, о которой давно думала. Она хотела, чтобы Куши пригласил судью, если это возможно. Пока они обсуждали поездку, Сирена начала вести себя странно. Она поспешила наверх, что обеспокоило девочек, особенно Тину, которая придумала эту поездку. Однако они заверили ее, что план идеален и они отлично проведут время. Минору сказал Куши выполнить свой долг и поговорить с Сиреной. Куши пошел в комнату Сирены, но поскольку он никогда там не был, он не знал, чего ожидать. Когда он открыл дверь, то увидел, что там темно и полно беспорядка. Сирены нигде не было видно. Когда он вошел, шкаф опрокинулся и сбил Сирену с ног. Он удивился, почему она хранит столько вещей в своей комнате, и предложил сразу же все убрать, если она захочет. Однако Сирена объяснила ему, что это не беспорядок, а коллекция инструментов, которые используют технологии с Луны, чтобы поглощать ее энергию. Он не совсем понял, о чем она говорит. Но когда она упомянула Луну, он вспомнил, как Сирена вошла в его комнату и хлопнула в ладоши. Он думал, что это был сон, но теперь понял, что это не так. Он спросил ее, была ли она в комнате Кирии той ночью. Она не стала отрицать, подтвердив, что это действительно был не сон. Сирена знала, что он пришел поговорить о поездке. Она не возражала против этой идеи, но ее деятельность ограничивалась общежитием и школой. Она никогда не выходила за пределы этого района, поэтому очень волновалась. Она сказала, что в этом районе сильна энергия Луны, которая приносит ей спокойствие. Куши не совсем понял, но хотел помочь ей, чтобы они все могли отправиться в путешествие. Он пошел рассказать обо всем остальным, и они начали искать решение проблемы Сирены. Теперь им нужно было найти что-то, что Сирена могла бы считать своей частью, чтобы это было безопасной зоной. Что-то, что она могла бы взять с собой в поездку, но при этом чувствовать себя как дома. У Куши была идея, что это может быть что-то с Луны или что-то похожее. Все объединились, чтобы создать мобильную безопасную зону для Сирены. На следующий день в школе Куши увидел, как судья идет в школу. Ей было тяжело из-за жаркого солнца и ее состояния. Было уже лето, и жара стояла невыносимая. Все были одеты по погоде, и судья выглядела прекрасно в своей летней форме. Куши был очарован ею, но быстро заметил, что у нее кружится голова. Он достал 2 пакета со льдом и приложил их к лицу судьи, чтобы она остыла. Когда они пришли в школу, Куши пригласил судью присоединиться к группе для поездки, и она согласилась. Но хотела быть за главного, а не веселиться. Она хотела убедиться, что ничего подозрительного или неуместного не произойдет.
Вернувшись домой, Фрей придумал специальный наряд, связанный с Луной. Она пошла показать его Сирене, и это был костюм Сейлор Мун. Одна мысль о том, что Сирена будет в костюме Сейлор Мун, взволновала Фрей. Однако для Сирены носить костюм Сейлор Мун на публике противоречило ее чувству скромности. Хотя это разочаровало Фрей, Сирена согласилась с ней. Минору придумал другую идею. Он приготовил крепкое саке с лунным светом, которое могло помочь Сирене выйти из комнаты и отправиться в путешествие без проблем. Сирене нужно было только вдохнуть его, и оно сразу же соблазнило бы ее. Она не смогла бы устоять. К сожалению, Минору случайно раскрыл Фрей заговор с саке, и Фрей опьянела, потеряв контроль над своими действиями. Минору ничего не оставалось, как разбираться с ситуацией, которую она создала. Позже вечером, когда Куши вернулся домой, он увидел, как Кирия и Сирена практикуют технику тайчи, включающую инь и ян. Это было связано с необъятностью Вселенной. А поскольку Луна – часть Вселенной, Кирия надеялась, что эта практика поможет Сирене с ее силой. Однако сущность Сирены была связана с Луной, и огромная сила Вселенной была для нее почти непосильной. Она перестала практиковаться и упала на пол. Фрей вышла в костюме Сейлор Мун, который она приготовила для Сирены. А Минору присоединилась к веселью в своем собственном костюме. Пришла Афина и подарила Сирене специальный зонтик. Внутри он был раскрашен так, чтобы выглядеть как луна и звезды ночью. Когда Сирена открыла его, она увидела рисунок и показала, как он ей нравится. Она согласилась отправиться в путешествие со всеми. После ужина, когда Сирена ушла в свою комнату, Куши быстро вернул ей куртку. Он взял ее, когда стирал, и заметил, что некоторые швы разошлись, поэтому он их починил. Он заметил, что она всегда носит ее, и подумал, что это должно быть приносит ей покой, как луна. Сирена беспокоилась из-за разошедшихся швов, которые могли вызвать у нее чувство тревоги, ведь куртка была для нее очень важна. Она была рада, что он ее починил. На следующий день группа отправилась в путешествие. Когда они увидели вдалеке море, то обрадовались, думая, что, возможно, едут на пляж. Однако машина проехала мимо, и они недоумевали, куда они едут, направляясь в горы. Оказалось, что Афина по ошибке забронировала место на вершине горы. Она расстроилась, особенно потому, что место выглядело заброшенным и неприветливым. Но поскольку они уже внесли предоплату, они не могли сменить место, поэтому им пришлось остаться на ночь. Вечером они все пошли к горячему источнику. Минору спросила Афину, почему она придумала идею для отпуска, ведь обычно она держалась особняком. Афина объяснила, что хотела загладить вину за то, что судья осталась в общежитии на ночь. Через некоторое время Минору и Фрей решили взобраться на стену, чтобы проверить, как там Куши, который был в горячем источнике один, пока девочки были вместе. Они волновались, что ему может быть одиноко, поэтому хотели посмотреть на него. Когда они пришли, Куши смутился из-за их внезапного появления. Они, похоже, были разочарованы тем, что он не пытался подглядывать за ними. Чтобы успокоить его, они показали ему, что на них надеты полотенца, так что ему не о чем беспокоиться. Они предложили всем спать в одной комнате, чтобы Куши больше не чувствовал себя одиноко. К сожалению, полотенце Минору соскользнуло, но Афина была рядом, чтобы убедиться, что Куши не увидел скрытую характеристику доспехов Минору. Затем Фрей случайно уронила полотенце Афины, что свело на нет все усилия Афины по защите Куши. Увидев все это, у Куши пошла кровь из носа, и он потерял сознание в ванной. Когда он очнулся, то обнаружил, что все спят вокруг него, выставив на показ свои характеристики доспехов, и ему было трудно заснуть. В конце концов он заметил, что Афина вышла из комнаты, и решил последовать за ней. Минору тоже пошла за ним, потому что Афины не было уже некоторое время. Куши и Минору начали волноваться. Они обыскали весь дом, но нигде ее не нашли. Единственное место, которое они не проверили, была другая жуткая часть дома, которая была временно закрыта. Они решили проверить эту жуткую часть, и когда они вошли, то почувствовали, как пространство вокруг них расширяется. Куши огляделся и начал немного бояться. Он хотел взять Минору за руку, но когда он потянулся к ней, она исчезла. Теперь он испугался еще больше, потому что остался совсем один. Но тут вернулась Минору и взяла его за руку. Она призналась, что тоже испугалась, и он поклялся защищать ее как смотритель общежития. Но она сказала ему, что будет защищать его как старшая сестра, потому что сейчас они не в общежитии. Она сказала это, наклонившись к нему, и он покраснел. Он убежал умыться и по дороге увидел Тину, выходящую из другой комнаты. Она искала ванную, но не знала, где находится. Пока они пытались найти дорогу обратно, они увидели белую фигуру, похожую на привидение. Афина схватила Куши за руку и увела его оттуда. Они укрылись в другой темной комнате. И вдруг Афина медленно подошла к нему, готовая хлопнуть его по плечу. Она сказала ему, что будет защищать его. Куши не ожидал, что Афина будет такой смелой, и застыл на месте, не зная, что делать. В этот момент зажегся свет, и вошла Минору, спрашивая Афину, почему она напала на Куши. Это смутило и Куши, и Афину. Сирена вошла вместе с Минору и сказала, что она и есть то привидение, которое Куши видел раньше. На следующее утро все собрались уходить.
Куши извинился перед Сиреной за то, что принял ее за привидение прошлой ночью. Фрей еще не был доволен поездкой, поэтому они решили спуститься на пляж, чтобы повеселиться и поиграть. На пляже было очень весело, и девочки играли в мяч в воде. Судья хотела присоединиться к ним, но стеснялась, потому что у всех остальных были более высокие характеристики доспехов, о которых она тоже мечтала. Она посмотрела на Куши, который сидел в тени и наблюдал за девочками в бинокль. Он сказал, что делает это потому, что он смотритель общежития. Но когда судья посмотрела на него, она не могла не подумать, что он восхищается их безумными доспехами. Когда она посмотрела на себя и сравнила свои низкие характеристики доспехов, она поняла, что у нее нет шансов. Судя по всему, Куши, вероятно, предпочитал доспехи с более высокими атакующими характеристиками, как у других девочек. Куши был так сосредоточен на своих обязанностях, что не заметил, как судья пошла купаться одна. Вокруг нее начали кружить рыбы, и она попыталась убежать от них. Но одна озорная рыбка забралась в ее доспехи, и она растерялась и не могла нормально плыть. В итоге она упала в воду. К счастью, Куши все еще наблюдал за ними в бинокль. И он сразу заметил, что судья начала тонуть. Он бросился к ней, чтобы помочь, но поскольку он не умел плавать, попросил Кирию прийти и спасти ее. После инцидента в воде Куши пошел проверить судью, но она разозлилась на него и сказала, что это не его дело. Кирия объяснила, что Куши очень беспокоился о ней и первым заметил, что что-то не так. Он сразу бросился на помощь, а когда понял, что не умеет плавать, попросил Кирию помочь. Но Кирия сказала, что даже если бы Куши не попросила помощи, она бы все равно помогла. Судья была рада этому, потому что поняла, что он все еще заботится о ней и тоже обращает на нее внимание. Все удивились, узнав, что Куши не умеет плавать, но все равно считали его полезным, потому что он первым заметил и в каком-то смысле спас судью. Афина сказала ему, что он должен гордиться своим героическим поступком, и добавила, что плавание – это еще не все. В этот момент Куши решил сделать перерыв и пойти купить что-нибудь выпить. Он удивился, почему у него вдруг потеплело на душе от комплимента Тины. Он не понимал этого, но это его беспокоило. Поскольку было очень жарко, Кирия положила судье на лицо пакеты со льдом. Они были приготовлены специально для судьи. Кирия подумала, что это очень заботливо со стороны Куши. Это немного разозлило Кирию, и она задумалась, каково это — быть так близко к Куши и как они были раньше, когда росли. Судья извинилась перед Кирией за свое поведение в ту ночь, когда она осталась в общежитии, и поблагодарила ее за спасение своей жизни. Фрей спросил судью о ее длинной прическе в жаркое время года, потому что это может быть неудобно из-за ее состояния. Судья смущенно прошептала что-то Кирии, и Кирия рассказала остальным, что судья не стрижет волосы, потому что Куши в детстве был влюблен в их воспитательницу, у которой была такая же прическа. Она хотела понравиться ему, хотя никогда не говорила ему об этом напрямую. Фрей и Минору были удивлены невинностью и миловидностью судьи. Фрей так обрадовалась, что сразу же бросилась к судье и обняла ее, отчего судья еще больше смутилась и потеряла сознание. Афина забеспокоилась и побежала за мороженым для нее. Когда Куши вернулся к остальным, он увидел, что Афину преследуют двое парней, которые настаивали, чтобы она пошла с ними купаться. Они держали ее за руку, даже когда она отказывалась. Куши быстро вмешался и оттолкнул руку одного из парней, сказав, что нельзя заставлять девушку делать то, что ей не нравится. Парни посмотрели на него свысока и спросили, не ее ли он парень. Беттина сказала им, что он ее младший брат, а Куши сказал, что он ее начальник. Куши взял Афину за руку и увел ее от двух парней, которые ее беспокоили. Когда они отошли на безопасное расстояние, он быстро извинился перед Афиной за то, что схватил ее за руку. Но Афина не возражала, потому что Куши отличался от других парней. Он был для нее как член семьи, как младший брат. После этого они вернулись к остальным, но Куши все еще чувствовал тяжесть на сердце. Позже, когда Афина принимала душ, к ней присоединилась судья и извинилась за свое поведение. Она объяснила, что злилась на Афину без причины, потому что считала, что Афина никогда не была рядом с Куши, когда Афина и остальные были рядом с ним в самые трудные времена. Афина сказала, что чувствует то же самое, что и судья. Она хотела защитить Куши, но в итоге он всегда защищал ее. А Фрей и Минору помогали ему в школе. Тина рассказала, что предложила поездку, чтобы сделать что-то и для него. Она увидела сходство между собой и судьей, и Куши сразу же согласился. Когда они возвращались домой, судья была уверена, что ей не о чем беспокоиться. Афина была просто старшей сестрой Куши. Она оглянулась и увидела Куши, который остановился и любовался закатом над морем. На следующий день Куши казался отстраненным. Он вздрогнул, когда Фрей обняла его, пока он готовил. Она заметила, что он так отвлекся, что кастрюля на плите закипела. После завтрака Афина предложила помочь ему помыть посуду, но он отказался, даже не взглянув на нее.
Фрей заметила, что он изменился, и подумала, как его развеселить. Она решила, что лучше всего подойдет косплей, и отвела его в студию косплея. В студии они переоделись в персонажей популярных игр. Фрей была командиром рыцарского ордена, а Куши — рыцарем того же ордена. Их персонажи тоже были влюблены друг в друга. Младший брат был влюблен в старшую сестру. Но старшая сестра видела в младшем брате только члена семьи. В их игре им пришлось сражаться друг с другом, потому что у них были разные цели. Фрей серьезно отнеслась к своей роли и задала Куши несколько вопросов, на которые он должен был честно ответить без колебаний. Пока они сражались, Фрей спросила его, что его беспокоит, и после небольшого колебания он наконец рассказал о том, что произошло на пляже. Он сказал, что кто-то из его близких сказал, что чувствует себя рядом с ним в безопасности, как будто он член семьи. Обычно Куши был бы рад услышать, что кто-то чувствует себя рядом с ним в безопасности. Но сейчас все было совсем по-другому. С тех пор, как у него появились эти странные чувства, он старался о них не думать. Он хотел остаться со всеми и считал, что признание этих чувств может поставить под угрозу его нынешние отношения. Он не хотел, чтобы все его ненавидели. Фрей сравнила его ситуацию с персонажем, которого он косплеил, и призвала его быть самим собой, потому что он намекал на это с самого начала. Но Куши больше заботился о том, чтобы у него был теплый дом и семья, которая заботилась бы о нем, как у него было с друзьями в общежитии. Фрей обняла его и рассказала о своем прошлом. Раньше она была прямолинейной и грубой, что часто воспринималось как грубость и вызывало недопонимание. Поэтому, когда она переехала в общежитие, она скрывала свою истинную сущность, чтобы не причинять им боль. Но однажды все в общежитии узнали о ее истинной сущности, и ей пришлось принять реальность. Даже если бы они спорили или не любили ее за это, она бы не убегала от своих ошибок, как раньше. Она надеялась, что так сможет найти другую любовь, не такую, как раньше. Поговорив по душам, они вернулись в общежитие. Сегодня в женском университете праздник. Куши и судья решили пойти и посмотреть, что там происходит. Праздник открыт для всех, включая мальчиков и детей. Когда они вошли на праздник, они столкнулись с Фреем, который был членом комитета, организующего мероприятие, и отвечал за костюмы для некоторых отделов. Она знает кампус как свои 5 пальцев и предлагает провести для них экскурсию, чтобы показать лучшие места. Их первая остановка – неофициальная аптека, спрятанная за школой. Ее нет на официальной карте праздника, поэтому мало кто туда ходит. Минору, владелец, продает домашние лекарства, чтобы заработать немного денег. Место выглядит немного сомнительно, как и комната Минору. И непонятно, безопасно ли использовать эти лекарства. Минору с гордостью показывает 3 посетителям 2 своих самых надежных зелья. Первое – это афродизиак, а второе – любовное зелье. Оба они запрещены в школе, но Минору продолжает их делать каждый год. Другой член комитета кампуса натыкается на Минору, и она быстро собирает вещи и уходит. В спешке она случайно роняет пузырек с лекарством на спину Куши. После этого Фрей ведет 2 детей в клуб паранормальных исследований, который утверждает, что нашел в школе загадочное существо. Они изучают это существо, но не знают, как оно называется и что делает, поэтому называют его легендой. Фрей упоминает, что Сирена участвует в презентации. Но на самом деле Сирена — это загадочное существо, которое там исследуют. Вбегает другой член клуба и сообщает, что Сирену видели возле киоска с напитками. Обеспокоенные тем, что Сирену могут подвергнуть экспериментам, они втроем спешат ее спасти. Когда они выходят во двор, то видят, что многие девушки ведут себя неподобающе и играют. Куши замечает на земле пузырек с одним из лекарств Минору и понимает, что могло произойти. К нему подходит девушка в очках, чувствуя, что уже видела его раньше, и он собирается отрицать это, когда Фрей внезапно надевает на него парик. Это тот самый парик, который он когда-то носил, притворяясь девушкой в кампусе, и он недоумевает, зачем она это сделала. Пары от лекарства начинают распространяться, и они достигают Фрей, воздействуя и на нее. Многие из пострадавших девушек бросаются к Куши, демонстрируя сильное желание похлопать его. Судья пытается вмешаться, когда видит, что над ним издеваются, но девушки переключают свое внимание на нее. В этот критический момент внезапно появляется Сирена в черных очках и использует свою усиленную лунную силу. Она излучает яркий желтый свет, который ослепляет всех вокруг и очищает территорию от странного воздействия лекарства Минору. Все быстро приходят в себя, но Сирена падает на землю от усталости. Куши бросается к ней, помогает подняться, и они вместе идут в медицинский кабинет. Тем временем Фрей и судья идут за едой, надеясь, что это поможет Сирене временно прийти в себя. Пока они в медицинском кабинете, Сирена говорит Куши, что одной еды недостаточно, чтобы полностью восстановить ее силы. Лучший способ для нее полностью восстановиться – это прямой контакт со своим слугой, то есть интенсивные хлопки. Куши вспоминает ту ночь, когда Сирена приходила к нему в комнату Кирии, и он не знает, как себя вести с ней, учитывая, что они уже хлопали друг другу. Сирена уверяет его, что он не единственный, с кем у нее такой контракт.
На самом деле почти все в общежитии так или иначе являются ее слугами. Когда она медленно наклоняется, готовясь хлопнуть, Куши внезапно падает на стул, когда в комнату входят Фрей и судья. Внимание Сирены быстро переключается на принесенную ими еду, которая напоминает ей о галактике. После насыщенного дня Фрей понимает, что у них еще есть время, и решает отвезти Куши и судью к Афине на ее работу в кафе. Афина работает там, чтобы познакомиться с другими парнями, кроме Куши, и она одета в костюм горничной. Когда она выходит в своей униформе, все взгляды в кафе обращаются к Афине, и она краснеет. Она изо всех сил старается не упасть в обморок, как обычно. Фрей, Куши и судья входят в кафе и наблюдают за Тиной в действии. Куши впечатлен ее профессионализмом, а судья очарован костюмом горничной. Когда им подают еду, происходит несчастный случай, и Афина спотыкается и падает на лицо Куши. К счастью, судья успевает спасти еду от катастрофы. Афина извиняется, как подобает настоящей горничной, и Куши чувствует себя неловко и не знает, что ответить. Тем временем за другим столиком несколько парней просят Тину провести с ними время, возможно, показать им кампус. Она изо всех сил пытается не упасть в обморок и вежливо отказывается от их предложения. Наблюдая за этим, Куши собирается броситься на ее защиту, но Фрей останавливает его. Она объясняет Куши, что Афина активно пытается общаться с другими парнями. И лучший способ поддержать ее – позволить ей делать все возможное, пока он наблюдает со стороны. Фрей намекает, что Афина, возможно, делает это для кого-то особенного, например, для самого Куши. Афина уходит на кухню, чтобы отдышаться после встречи. Ее коллега замечает Куши и спрашивает, делает ли она все это для него. Ей немного неловко признаваться в своих истинных намерениях, но Афина в конце концов соглашается, когда коллега предлагает ей провести время с Куши. Она задается вопросом, кто займет ее место, чтобы сбалансировать персонал кафе, и к всеобщему удивлению Фрей предлагает судью в качестве новой горничной. Судья с радостью принимает эту возможность и становится горничной Афины. У Куши и Афины есть свободное время, и они решают посетить место, где проходит конкурс переодевания. Одним из судей оказывается сама Кирия. Она очень популярна среди девушек из-за своей крутости и обаяния. И даже Афина кажется очарована ею. В зале полно людей, и Куши становится жарко, поэтому он достает напиток, чтобы охладиться. Однако, допив напиток, он понимает, что это не вода. Прочитав несколько строк на этикетке, он узнает, что это одно из лекарств Минору, которое должно раскрыть истинную личность человека, который его выпьет. После конкурса Кирия встречается с Куши и Афиной и благодарит их за поддержку. У нее есть лишний билет на экскурсию по лабиринту, и она приглашает Куши и Афину. Афина пытается отказаться от приглашения из-за своих обязанностей в классе, но Куши выпаливает, что хочет попробовать по-детски. В итоге Афина соглашается присоединиться к ним, и они все вместе отправляются на экскурсию. Независимо от того, из-за лекарства это или нет. Куши выражает эмоции, соответствующие его возрасту, что нравится Афине. Она хочет, чтобы он чаще так себя вел. Лабиринт страшный и темный, что пугает Кирию и Куши. Афина кажется более бесстрашной, поэтому Кирия и Куши часто держатся друг за друга, чтобы преодолеть лабиринт и выбраться оттуда. Куши по-прежнему ведет себя как заботливый младший брат, даже когда ведет себя более по-детски. Кирия берет его за руку и говорит, что с ним она чувствует себя в безопасности, как и Тина. Они идут и оказываются в темном месте, где ничего не видно, спотыкаются и падают. Когда снова загорается свет, Куши оказывается лежащим на Тине, а Кирия хлопает в ладоши. Позже они возвращаются в кафе. И Куши отдает Минору пустую бутылку из-под лекарства, которое он выпил. Он говорит ей, что выпил его случайно. Минору спрашивает его, как это было, и он отвечает, что сказал несколько невероятных вещей, которые были не в его характере и смущали его, пока он был под действием лекарства. Итак, Минору говорит, что он выпил не лекарство, а очищенную воду. Она сделала это специально, чтобы посмотреть, как он отреагирует. Глупости, которые он говорил и делал с полудня до сих пор, были по его собственной воле. В кафе стало оживленно после того, как судья заняла место Тины. Ее навыки обслуживания клиентов были на высшем уровне, если вам нравится такой сервис. Внезапно вбегает Сирена, за ней гонятся члены клуба паранормальных исследований. Дисциплинарный комитет тоже врывается, чтобы схватить Минору. А из-за зелья Минору девочки в школе начинают гоняться за Кирией. В этот момент сцена становится просто хаотичной. В другой день в общежитии Кирии звонят из дома и говорят, что у них проблемы. Семья Кирии владеет дадзё боевых искусств, особенно для детей, и каждый год устраивает рождественскую вечеринку. Но в этом году ее семья не сможет приехать. Поэтому Кирии придется поехать домой и самой организовать вечеринку. Она немного расстроена, потому что это большая работа. Но это семейная традиция, поэтому она чувствует, что должна это сделать. Когда Тина узнает об этом, она предлагает помочь.
Она видит в этом возможность применить на практике то, чему научилась на занятиях по семейной экономике и дошкольному образованию. У Куши тоже есть свободное время, поэтому он решает помочь Кире. Они планируют сходить за покупками, чтобы потом все подготовить. Прежде чем отправиться за покупками, Куше поручили убрать ванную комнату. Но когда он открывает дверь ванной, то с удивлением обнаруживает, что Афина только что вышла из ванны. Он смущается и быстро закрывает глаза, извиняясь за то, что не постучал. Афина тоже извиняется за то, что воспользовалась ванной в этот момент и пытается поскорее уйти. Но в спешке она спотыкается и падает на Куши. Поскольку она не одета, у нее идет кровь из носа, и она теряет сознание, поэтому, когда приходит время идти за покупками, у Афины нет сил присоединиться к Куше и Кире. Увидев, что Куша и Кире идут за покупками одни, Минору игриво дразнит их, говоря, что они выглядят так, будто идут на свидание. Кирия, чувствуя себя немного неловко, бьет кулаком по двери и быстро выходит на улицу. Куша следует за ней, и вскоре они добираются до супермаркета. Внутри они замечают много других пар, которые тоже делают покупки. Кирия на самом деле рада проводить время с Куши вот так. Они посещают разные места и достопримечательности в течение дня только вдвоем. Через некоторое время они решают сделать перерыв в кафе. Фурия немного стесняется, как будто они на свидании. Но для других они больше похожи на брата и сестру. И продолжают делать покупки вместе, как и планировали. Обычно, когда приближается Рождество, папа Кии наряжается Санта-Клаусом. Но в этом году, поскольку Кия берет на себя эту роль, она не хочет надевать для этого одежду для мальчиков. Они решают попросить Фрея сшить специальный костюм Санта-Клауса специально для Кии. Ки также думает, что Афина будет выглядеть очень мило в этих нарядах, даже милее, чем она сама. Она считает, что у нее более мальчишеский вид, несмотря на то, что она крутая на школьных праздниках. Куши предлагает Кирии чаще надевать эти милые наряды, и она, кажется, не против. Когда они возвращаются домой, они просят Фрея сшить костюмы, для чего нужно снять мерки. Фрей собирается снять мерки с Кирии, а поскольку Санта-Клаусу нужен олень, Куши пытается быстро уйти, но Фрей останавливает его. Фрей начинает снимать мерки с Кирии, и хотя Куши закрывает глаза, чтобы избежать неловкости, процесс, кажется, занимает некоторое время. Чтобы избежать дальнейшей неловкости, он решает выйти на улицу. Их план на день — посетить родной город Кирии. Однако, когда Куши возвращается в дом, он случайно видит, что Тина снова принимает ванну, а значит, она не может к ним присоединиться. Снова. В этот момент появляется Сирена, которая без умолку говорит о Луне и о том, как использовать ее силу, чтобы починить дверь, которую Кия сломала раньше. Увидев возможность, Кия просит Сирену о помощи и предлагает ей в обмен пачку печенья. Когда все улажено, они втроем садятся на поезд до родного города Кии и через полдня пути прибывают на место. Войдя в дадзе боевых искусств, их окружают маленькие дети, которые знакомятся с Кушей и Сиреной. Их ведут переодеваться, и в результате Куша и Сирена вынуждены вместе пойти на занятия. Они вместе занимаются дзюдо, и после того, как дети заканчивают тренировку, наступает очередь Куши тренироваться с Кирией. В это время их лица оказываются совсем близко, и Кирия случайно сбивает его с ног. Позже они начинают готовиться к рождественской вечеринке. Перед приходом Санта-Клауса они все должны украсить помещение, а дети получают специальные значки за хорошее поведение. Однако большинство детей больше заинтересованы в получении подарков, чем значков. Куши замечает девочку, которая сидит одна в углу, и решает подойти к ней и заговорить. Она спрашивает, могут ли подарки получать только хорошо воспитанные дети, и признается, что всегда чувствует себя самой слабой в классе, из-за чего считает, что не заслуживает подарка. Ей не хватает уверенности, чтобы участвовать вместе с другими, и, услышав это, Куши понимает ее чувства. Он объясняет, что значки, которые он сделал, не связаны с навыками, они предназначены для тех, кто старается изо всех сил. Если она будет ходить на занятия и не будет лениться, Санта тоже придет к ней. Потратив некоторое время на украшения, в комнату входят две милые и очаровательные девочки Санта. Младший брат Кири удивляется, увидев свою сестру в костюме Санта-Клауса, полностью отказавшись от шорт. Он узнает ее только после того, как получает удар, понимая, что это действительно его сестра. Когда раздача подарков заканчивается, наступает время главного события. Санта едет на оленях. Младший брат Кирии просит сестру прокатиться на спине Куши. Несмотря на некоторые сомнения, Куши позволяет Сирене прокатиться первой. Сирена садится ему на спину, и он чувствует тепло. Как он и подозревал, под одеждой у нее ничего нет, поэтому он быстро отводит ее в раздевалку, чтобы она оделась. К тому времени, как они заканчивают, уже поздно. Куши садится и любуется луной. Кирия подходит и садится рядом с ним, и их лица начинают краснеть. Кия придвигается ближе к нему, и как раз в тот момент, когда они собираются что-то сделать, появляется Сирена, которая все это время ела торт. Наступает зима, и погода довольно холодная. Минору и Фрей приготовили обогреватель. Куши впервые пользуется им, и он очень взволнован. Кирия хочет сесть рядом с ним. И Тина явно ревнует.
Они играют в игру, стуча друг другу по ногам, когда садятся у обогревателя. Под столом никто не видит, что происходит, поэтому они пинают друг друга куда хотят. Фрей даже ставит ногу в неподходящее место на Куше. Все включаются в игру и становится довольно шумно. Никто не знает, чья это нога. Куши понимает, что все создают комфортную атмосферу, позволяя ему чувствовать себя максимально расслабленно. Возможно, он всегда хотел быть таким со своей семьей. Однако его старый дом сгорел. Тина хочет утешить его, но Минору опережает ее. В доме Кири они часто сидят с ее младшими братьями и сестрами, чтобы заниматься. И в результате все засыпают прямо там, занимаясь перед обогревателем и делая домашнее задание с друзьями. Оглядываясь назад, Куши никогда раньше не делал ничего подобного. Афина собирается пригласить его позаниматься вместе, но Минору предлагает сначала привести судью. На следующий день он приглашает судью в общежитие. Он много раз умолял ее, но она отказывалась из-за своего состояния. Но в конце концов она соглашается при условии, что он купит ей мороженое. Позже он приводит судью в общежитие. Когда они входят, там никого нет. Он очень удивлен, что никто не пользуется обогревателем. Обычно Сирена проводит все время, зарывшись под стол. Если там никого нет, они оба могут сосредоточиться на учебе. Выполняя задание, Куши почти засыпает. Что касается судьи, то она засыпает полностью. Искушение слишком велико для Куши, поэтому он ложится и засыпает. Судья просыпается, потому что ей слишком жарко, и собирается отругать его. Она понимает, что он уже спит. Поскольку он еще не начал выполнять задание, судья помогает ему и выключает обогреватель. Поскольку она выключила обогреватель, Куши становится холодно. Он пытается спрятаться поглубже и случайно задевает судью ногой. Его нога продолжает дрожать, и судье это нравится. Неожиданно Афина видит эту сцену, и судья пугается и бросает обогреватель на Куши. Позже состоится большое косплей-мероприятие, и Фрей должна в нем участвовать. Она прощается с Куши и уходит. Куши решает прибраться в общежитии, и Фрей просит его навести порядок в ее комнате перед уходом. Она говорит, что там не так уж и грязно, но когда он заходит, там действительно полный бардак. Увидев это, Афина помогает ему. Во время уборки они слышат шум из комнаты Сирены. Кажется, что комната вот-вот взорвется. Афина выбегает и видит, что Сирена висит на подоконнике. Когда Сирена соскальзывает, Куши быстро подбегает, чтобы поймать ее, и благодаря его быстрой реакции Сирена благополучно приземляется. В комнате сейчас довольно опасно, и даже проливается какая-то жидкость. Она снова пытается открыть дверь. И тут появляется судья. Он рад, что судья пришла как раз вовремя, поскольку Фрей должна была присутствовать на мероприятии. Кирия устраивает вечеринку в честь окончания года. Минору в лаборатории, он рад, что судья пришла. Афина ревнует, потому что он почти не хвалил ее. Несмотря на то, что она первая помогла ему, все трое начинают убираться вместе. Они идут убирать комнату Сирены после того, как разобрались с Фрей. Сирена не хочет, чтобы они это делали, она протестует. Она первая в общежитии. И через год остальные тоже начинают там жить. Куши и судья тоже стали чаще приходить. И всего за год общежитие стало более уютным. Вместо того, чтобы игнорировать такую странную девушку, как Сирена, все стали заботиться о ней. Но им все равно нужно прибраться в комнате. Они решают сначала зайти в комнату Минору и обнаруживают, что она превратила ее в лабораторию с зоной обеззараживания. Куши это очень нравится, но Минору говорит им, что они проведут экскурсию в другой день. Они возвращаются в комнату Сирены, и Афина угощает ее закусками, чтобы она согласилась позволить им убраться. Они находят много ценных вещей, которые Сирена хранит, и это не мусор, как они думали сначала. Минору находит алкоголь и напивается. Она пытается уговорить Афину выпить с ней. По запаху Афина понимает, что это крепкий алкоголь. Даже от запаха она пьянеет. Пока Куши и судья убираются, у них заканчиваются веревки, чтобы связать вещи, и Куши выходит на улицу, чтобы поискать их. Выйдя из комнаты, он видит, что 3 девушки уже пьяны. Минору и Сирена опираются на него, чтобы заснуть. Афина не хочет оставаться в стороне, поэтому тоже присоединяется. Когда Афина пьяна, она всегда говорит то, что думает. Она спрашивает, почему он все время думает о судье, она не понимает, почему он думает не о ней, она тоже хочет его внимания. Прежде чем она заканчивает говорить, она засыпает. Теперь Куши в довольно опасной ситуации. Прежде чем он успевает насладиться, его находит судья и отчитывает. Скоро Новый год. И Куши интересуется планами каждого. Ланао собирается остаться в общежитии, потому что она больше сосредоточена на исследованиях, чем на вечеринках. Курия тоже планирует остаться, потому что она уже была дома на Рождество, и если она вернется сейчас, то будет занята младшими братьями и сестрами. Сирена не раскрывает своих планов, просто говорит, что это не важно, поэтому она тоже остается. У Афины похожие планы, и все это заставляет его понять, что он вполне доволен. Он соглашается с этим мнением. Он не ожидал, что встретит Новый год со всеми. Потеряв свой дом из-за пожара, он никогда не думал, что встретит конец года в таком теплом и уютном месте, как общежитие.
где все чувствуют себя как семья. Услышав это, Минору решает устроить незабываемую новогоднюю вечеринку. Но ему нужно купить продукты для приготовления еды. Идти одному не вариант, поэтому Минору просит Афину пойти с ним. Но Афина занята чем-то другим. Поэтому Кирю соглашается пойти с ним за покупками. Афина остается, чтобы сделать ему новогодний подарок, а они с Кирией идут в супермаркет за продуктами. Кирия задается вопросом, должны ли девушки уметь готовить, и вдруг Куши падает на пол. Тина, которая только что закончила подарок, вбегает, когда Кирия сообщает, что он упал в супермаркете. Фрей слышит новости и спешит домой, чтобы крепко обнять его. Но Тина останавливает ее из-за его болезни. Они измеряют ему температуру и обнаруживают, что у него высокая температура. Они начинают обсуждать, как лечить его простуду, подчеркивая важность отдыха, хорошей еды и сексуальной медсестры, которая, по их мнению, жизненно необходима для его выздоровления. Услышав это, Фрей тут же переодевается в медсестру, а Кирия готовит ему яблочный сок. Сирена находит ситуацию забавной и приносит еще фруктов, чтобы помочь. Кирия собирается разрезать дуриан, но ее останавливают. Судья тоже спешит, узнав о его болезни. Она тщательно осматривает его и измеряет температуру лбом. Измерив температуру, она прижимается к нему лицом, отчего смущается и падает на него. Судья теряет сознание, поэтому Минору и Афина уносят ее и укладывают в другой комнате. Когда они уходят, Фрей каким-то образом оказывается на кровати Куши. Афина, услышав странный шум, оборачивается и видит, что Фрей соблазнительно смотрит на него. Она вмешивается, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Но она поскальзывается, падает на него, ее одежда слетает, и у нее идет кровь из носа, прежде чем она теряет сознание. Чтобы дать ему отдохнуть, Фрей и Кирия выносят Тину из комнаты. Теперь, когда он отдохнул, они распределяют домашние дела. После короткого отдыха ему становится немного лучше. Выйдя из комнаты, он сталкивается с Кирией, которая стирает белье и предлагает постирать его одежду. Но когда она собирается понюхать ее, то передумывает. Из-за особой заботы, которую ему оказали Фрей и Сирена, он выбежал из комнаты без одежды. Поэтому Кирия помогает ему найти что-нибудь надеть. Но одежда порвалась, и он остался в шортах и маленькой футболке. Тина хочет приготовить ему еду, но в холодильнике не осталось яиц. Сирена, которой было интересно, что внутри яйца, разбила и съела их все, решив, что они похожи на Луну. Минору советует Тине использовать новую экспериментальную приправу, от которой она, конечно же, отказывается. Но Минору настаивает, и пока они спорят, случайно роняют приправу в еду, что приводит к взрыву. Одежда Минору и Тины тоже меняет цвет и состояние. Увидев это, у Куши снова поднимается температура. С утра и до сих пор у него не спадает жар. Все местные клиники закрыты на праздники, поэтому им приходится по очереди ухаживать за ним. Афина искренне просит остаться и ухаживать за ним. Она ухаживает за ним всю ночь, но температура не спадает. Куши зовет Афину, берет ее за руку и вспоминает их встречи от первой до настоящей. Постепенно он засыпает. На следующее утро, когда он просыпается, Афина лежит на нем. Он понимает, что она ухаживала за ним всю ночь. Выздоровев, он возвращается к работе. Тина тоже дарит ему подарок ручной работы, пару перчаток.